Вот еще крабовый след. Я слышу разговоры, и псина еще пошла их искать. Вон они, пацаны какие-то. Ачивку дали, выследить их. Разобраться. А чё уж, я один, доложиться пану и разоберитесь с налетчиками. Их преступление пора положить конец. Уверен, что конус с радостью обеспечит им достойную пару. Что, мне с ними разобраться? Или самому разобраться? А, их там раз, два, три, четыре, пять. Так, хорошо. Вернусь. Нашел очередную фигню с камнями. Находится. Да знал бы я, где это вообще находится. Вот здесь. Интересное место. Тут раз косули, два косули. Тут еще вот олени. Ну и вот здесь тоже где-то олени наши. Ты что-то еще нашел? Гроши, паутина и всякое говно. Но все равно спасибо. Нашел налетчиков, братан. I tracked down those raiders. You did? Well, nice work. So where are they? A short way to the east, in a glade in the woods. They're dividing up their loot. How many of them are there? Да я что знаю. Около 7, 5. Нет, 5 точно нет. Около 7. Надо было посчитать, дебил. Ну, 10. Сейчас. Зрительная память. Что там? Раз, два, три, 4, 5. Короче, 7. About 7. We'll see. I'll tell the lads we're gonna deal with them. Nice and quiet. Hey, to me, now! Но зрительно я мог ошибиться, потому что я мог не всех приметить. Но там были слева, возле дерева, и еще одни справа. Хоть меня толкать. Так. Ну да, прикольно. Я понимаю, что из-за меня они будут принимать соответствующие решения. Надеюсь, я не ошибся. А так прикольно, у них есть и такой, и сякой, разные персонажи, разные способности. Зачем, конечно... Quiet as the grave, as the stone would say. That's a good one. I haven't heard that one since. Зачем вот это показывают, как мы бежим At a loss for все words, вместе? are you? К чему это? Stop it, please, or I'll split my sides laughing. Больше ничего интересного не было сказано, кроме как жаль булыгу. Представьте, что ты не можешь ничего сказать про мамашу своего врага. Что, собственно, люди сейчас и любят делать. Shaky. Да и всегда Fuck думали. you. I don't need minding. We all cover each other's backs. That's how this band works. Get used to it. I've no intention of getting myself killed by a bunch of bandits who pillaged a farm for cabbage. Well, I don't know. You might get mistaken for a cabbage yourself. Aye, he's green enough. I'll cover you, Jakey. Got it? Thanks a lot, Fletch. Не буду менять на меч. Буду с молотком дальше. Причем я не говорил тебе, где именно, а он всех привел сюда. Хитрец. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но я сказал примерно 7. Но ничего, не шибко-то ошибся. А ну-ка. А тебе вообще плевать, да, что я в тебя всадил? Так, парень. Ля-ля-ля, побежал. Не попал. Ну ладно. Но они нормально их раскидали. Эй. Ты чё? Ты чё? Опять в клинч. You fucked up there.
Вот и все. Надо добить. Так в Resident Evil вроде добивает всегда противник. Бошки раздавливает. Так, ну это я возьму, это я тоже возьму, это я тоже... Ох, ничего себе, а что так много-то всего? Ну это я уже не буду брать. Ладно. Так, это я тоже возьму. А, набор кузнеца и это. Я на цены смотрю. Ничего я не показывал, как я собирал. Там достаточно много всего. У меня уже все перегружено и... We ought to wager on who delivers the fatal blow. A new wager? Fletch will be up for that. We gotta do something to spice things up. To make it more like a proper war. Maybe if we timed our attacks better. It'd look more like a battle plan, eh? But when your blood's up, Aye, plans go to hell in the heat of battle. everyone's still going to lay into that last fucker with everything they got anyway. Aye, even if we have to chase him all the way to Olamots to do it. Alright. Ну, их разговоры типа должны быть интересные. Right. We'll have a look around here Keep for an eye on it while he's hiding in the bushes, clues. shitting his Meanwhile, brains as Henry, usual. you go and report The to only place I'll Radzig. be shitting is in your tent. Улики. I like that faint strike from the left, brother. Yeah, nice. Открыть. What do you call that? И что тут? Ну ладно, возьму вот это вот. But you lost your puff fighting that other fucker, didn't you, brother? Nah. Так, а что за улики? I was just faking it to confuse him. Ну, я имею в виду, что здесь еще есть. How come you were still breathless Что? after, eh? В темноте стоят, ну и что вы тут разглядываете? Вы ж никого не увидите. Привет. Но у нас ночь. А это значит, что мне нужно на турнир. Но можно забежать еще и к Рацигу. Чтобы сдать вот это задание, сдать. Да. Пока скакал в Ротая, этот персонаж находится вот здесь. Недалеко от Ротая, вот здесь корчма. Это палач из Корт, что-то там, откуда-то там. В общем, это тот персонаж, который, по идее, их будет карать, вот этих вот еретиков, с задания Вальденса. Вот так. Что он здесь забыл? И интересно, можно было бы его убить? Понял? И типа некому казнь совершать. Интересно. Не думаю, что как-то будет интересно. Ты скажи. Напиши. Если интересно смотреть, как я сражаюсь на турнире, то я тогда буду это записывать. Но сейчас не буду это в хронометраж запихивать. Ну ты понял. Мне нравится, как каждый раз в новом раунде люди стоят, такие руки разводят, и типа, вот я. Здравствуйте все. И я вот так вот стою просто. Типа, ты же дворецкий, а не воин. О, видишь, герой. С топорищем своим. Мне прикалывает, когда они получают урон, голоса издают такие. Прикольно. Один Генри такой мужик. Хотел показать, чтобы... О, слышал? Я такой, ну, я ворчу прям, знаешь, кряхчу, ворчу. А вот этот парниша, он такой, Мне показалось... Вот, слышишь? А мне показалось, или броня действительно помялась? Ну-ка перемотай, посмотри, когда я по шлему ударил. Ты чё, падла? Кто мист? Слышь, ты думаешь, я комбо не знаю? Это не значит, что я тебя это не выиграю. Ну, короче, ты понял. То, с одной стороны,
Все записывать-то, потому что, ну, неинтересно, ты сражаешься, сколько раз я буду так турниры проводить. С другой стороны, ты видишь, как я начал драться уже. Извини, парень. Но это все-таки бой 1 на 1. Толпой я до сих пор не люблю сражаться. Больше всего мне, конечно, нравится, когда вот я сражаюсь. Не комбо делать, а то, что ты сейчас увидел. Он собирается делать удар, но я наношу удар быстрее. И сам удар быстрее, и я его нанес быстрее, чем он хотел нанести свой. И поэтому получается, что я совершил не игровой прием, который, знаешь, там мастер-страйк, идеальный блок, а я сам нанес именно в тот момент контрудар, когда он собирался мне нанести. Вот это мне больше нравится. Ну, потому что это ты, наверное, сделал, поэтому ощущения немного другие от совершенного. А ты умрешь, нет? Ну, в смысле, проиграешь? Живучая мразь. Я его, ты посмотри, сколько я его уже искромсал. А он все никак не собирается. Но меня он тоже, ты видишь, да? Или потому что у него на мече. Парень не хочет сдаваться, но молодец. Не надо ко мне впритык подходить, пидор. Тебя что, задубасить? Блин, подошел к нему. Ну, уворачивайся, сколько тебе влезет. У меня выносливости на тебя хватит. В одну сторону буду тебя бить. Выносливость же это тратит. У него. Ну и у меня тоже, и у него тоже. Все никак не хочет. Не хочет, а? Защиту твою пробить хочу я. Ну давай. Давай, ну. На тебя вся страна смотрит. Ну или сколько там тебя? Имя тебе Легион? Или ты один? Не знаю. Но один удар прошел. О. Ты понял, да, какой я удар хотел нанести? То есть я снизу вверх вел. Но я победил. Но еще молотки. Или топоры. Ну ладно. С топорами нормально тоже уже. Все равно и там комбо эти не получаются, потому что это бесполезная херня. Они все такие мастера. Уворотов этих и так далее. Что какие нафиг комбо? Я больше умудряюсь бить тогда, когда он наносит свой удар. Ну помнишь то, что я недавно тебе объяснял? Во, как классно тебе прям в лоб. Ну и он мне тоже. Такой. Я намного чаще успеваю сам нанести удар тогда, когда он не ожидает. И вот эти мастер-страйки делать. Как это больно, наверное. А не вот эти вот, знаешь, комбо бесполезные. Причем, знаешь, комбо, оно тратит твои очки, которые ты мог бы потратить на классную способность, там, на какие-нибудь бафы там классные, ну, эффекты, которые постоянно тебе будут даваться. Ты чё? Ну и все. Ну ладно, у меча там в основном, если не все способности, это комбо. Плевать. Комбо так комбо. Но у топоров, у булавы, там вообще куча других остальных. Вот это кайф. Вот это мне нравится. Там от тебя будут убегать чаще, тебя будут бояться, ты будешь наносить больше урона, оглушать, что-то там тратить выносливость. Ну, короче, вот это класс. Извини, пацан. А это все из лужи пьет псина. Ты ничего мне не хочешь сказать? Что бы ты хотел? Ну, не знаю, сказать, что я молодец. Мне лично самому. Так, где этот гануш? Он опять внутри. Кстати, началось задание «Настоящие друзья». Я даже ничего не делаю, уже задания появляются. Не помешало бы сходить спросить, как там дела? Понятно. Я бы... Кстати, интересно. Прикольно, холодильник природный.
Я бы на самом деле... На самом деле я бы, знаю, что хотел. Прибыславицу своих ребят устроить, но... Как он вот опять мимо меня проходит, а? Ой, тут главное не упасть. Бежишь быстрее, чем лестница спускается, и в итоге летишь. Ну ты понял, в Прибыславицу их по-любому можно. Thank you, Sir Hannes. Отлично. Дал мне 400 бачинских и наплечники панов липы. Они дают защиты чуть больше. Ой, у них еще и шума до хера. Прям до хера. Но с другой стороны, вот шум 100. Хотя тут меньше. Очень странно. Почему у меня в них шум 99, а здесь... потому что это латы, а это пластина. Часть пластинчатого доспеха защищает плечо. Индивидуальные части тщательно подогнаны друг к другу так, чтобы позволить максимальную свободу движения. Я получил ее от пана Гануша в качестве награды за победу в турнире Ротая. Типа это... Короче... Ну странно, ты сам видишь. Причем у этих обаяние выше, шум ниже. Причем подожди, шум выше, обаяние выше. Прочность. Очень странно. Обаяние 18, здесь обаяние 15. Однако, когда надеты липы, наплечники, панов липы, обаяние 14, здесь 13. Почему? Непонятно. Дебил? Может быть, но мне непонятно. Но в любом случае, защита больше, хоть и килограмм лишний плевал я за ту уникальный доспех. Это очень даже классно. Что мне здесь? Бой с мечом. Ну вот, что, собственно, я и говорил. Комбо. Да я ни один из этих комбо не могу сделать, потому что то кто-то увернется, Ну и, короче... Бред. Сколько всего запоминать и насколько это реально осуществить. Вот, возможно, на другой сложности или без модов каких-нибудь. Это, наверное, можно было бы. А так... Ну, тут вообще не важно, что я здесь вкачаю. Потому что тут одни способности. Одни комбо. На длинный меч остались. В лицо. Ну вот, в лицо изучу. Зачем? Правда? Ну, просто. Так, у меня еще ловкость поднялась. 15. Кстати. А 15 это говорит о том, что я могу наконец-то взять прекрасный длинный лук из тиса. И ничего не меняется. Но давай я тогда атака где? Какие-нибудь давай. Давай какие-нибудь возьму. Вот эти вот, например. Самое лучшее это типа сила... вот. Сила 77. Сила... Ну, понятно. Урон это как бы сила... Я понял. То есть, это получается, урон лука прибавляется к урону стрелы. Вот так рассуждать нужно? Или как? Или нет? Знаешь, почему нет? Потому что вот так 110, с луком 115. Видишь? С половинским 116. Что за херня? Почему у этого лучше статистика? Сила 77, 174. Однако стрельба, урон ниже. Ничего не понимаю. Да, я с разными стрелами попробовал. Ну, знаешь, я прикинул, вдруг там один лук с одними стрелами лучше, другой лук с другими стрелами. Нет.
Что-то... не знаю. Ладно, продам тогда этот длинный лук из тиса. Даже выяснять не хочется. Эти 3 балла, ладно уж, плевал я на них. Причем он дороже заработаю на нем. Я, кстати, еще подумал по поводу... Забыл. Подумал по поводу... Да заткнись. По поводу ворованных... Ну ты понял. Элементов. Вещей всяких. Когда пропадет эта ручка? Меня это не беспокоит, но вот мне интересно. Но эту я недавно. Вопросов нет. Вот эти не недавно. Сколько дней-то прошло? Я сколько сплю? Я сплю и сплю и сплю. Ну, не прошел там месяц, я понимаю. Но сколько месяц нужно ждать, чтобы кто-то там одуплился и сказал мне, что ладно. Короче, не знаю. Как-то это все не очень. I'd like to discuss. Тоже, ну, оно, конечно, не особо-то сказывается на... We agree. Да, в смысле, скинь немного. В принципе-то вообще плевать на то, как оно там работает. Потому что, ну, ко мне, если кто-то подойдет, я ему скажу, слышь. И все. А, блин, надо продать было доспех, который я на лошадь скинул. Ну ладно, продам. Сейчас я бегу за баблищем своему дружку. Мельнику. Он разорится, мне кажется. Скоро. Интересно, сколько раз это будет продолжаться. О, верховая езда еще поднялась. А сколько мы турнир? Ну да, уже поздно. Ты где? Мужик, хватит бросать свои мешки. Don't you want a little wager on the rat aid? Я вообще-то за деньгами пришел уже. Спрашивает он у меня. Так, хочу поставить, хочу забрать. I've come for my winnings. All right. Here, there'll be another tourney in a week or so. We'll see. Конечно. Good luck then. 500. Прикинь? Ну, то есть я каждый раз с него так по 400. Он мне дает 400, и Гануш мне дает 400. В итоге я 800 имею с одной, ну как сказать-то, с одного турнира, в общем. Прибежал я на мельницу. О, ребята. Я вот так сделаю. Поговорить надо. Hey, how'd you get so fucked up? А, типа потому что я грязный. Ну как тут на мельнице? How do you like it at the mill, Fritz? It's got to be better than the mines. It's worse here than at Scarlet's. There you could disappear without anyone noticing. But here... But why would you want to disappear? Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. А что он тебе сделал? Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. Мне он не кажется таким уж плохим. А другие? What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. И что собираетесь сделать? Мне он не кажется таким, но я вообще ничего не могу о нем сказать, поэтому не выбираю.
этот вариант. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Хочу узнать больше о Томаше. I still want to ask you more about Thomas. Ну не, я не буду это говорить. Good luck then. Так. Какая-то проблема. Jesus, what have you been up to? Да просто я упал в грязь, чё. Говорят, вам тут нелегко приходится. I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the ass. He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. Не дает вам спуску? Я никогда бы не подумал, что вы собираетесь с этим делать. Не дает спуску? Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. А по факту как? А мельник не возражает? And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. Надеюсь, вы его не дразните. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... Я никогда бы не подумал. Что собираетесь делать? And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working at a mill. But not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. Ну I'll try ладно. and talk to him. I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Если он на меня возмущаться начнет, я его сам забью. I'd like to ask about that Thomas again. Я никогда бы не подумал. I'd never have guessed he's like that. Well, get a job here as a hand and you'll soon see. And what does he do during the day? Does he work with you? Похер. Good one. He keeps his eye on everything, but his hand only touches the saw when the miller shows up, which isn't that surprising. Why? The last time he did anything, he almost took his thumb off with a chisel. I wouldn't put an axe in those paws of his either. So, he's clumsy and arrogant. That's what you said about your last master, that Nimoy. Aye, but at least you could sneak away from old Nimoy for a bit. No chance of that around here. Нажал, потому что хотел все-таки узнать, что они о нем скажут. Я лучше все равно поговорю. Сколько? Есть 24. С мельником. И чё? Не дают мне пройти. Да что ты будешь делать?
Так, это не открывается. Ничего себе дом. Ну, понятно, да, кухня. Лох этот. Опа, подружка. А где этот спит? Друг-то наш сердечный. Ля, уже приоделся. Откуда ты одежду взял? А, он уже забор забивает. С самого утра. I'm at your service. Как работают плотники? Are you happy with your new workers? They're good carpenters, but someone constantly has to stand behind their backs and keep an eye on them. Really? Yes, yes. When I'm there with them, everything goes smoothly. But the moment I leave, I hear Thomas yelling. I've heard. I don't know what I'd do without Thomas. He keeps an eye on everything for me now. The mill wouldn't function without him. Но он не может совсем управиться. Yeah, but Thomas has problems with carpentry. You're right. You should hear him cursing when he has to turn his hand to it. He knows he'll never be a real miller. What, just because of that? No. He's not too skilled at handling the water wheel and the mill run either. He can wield a shovel well enough, but otherwise I have to keep telling him how to do things. И сколько он уже в бригадирах? So he's not been foreman too long? No. My son used to run the mill, but then his wagon overturned with him inside it. It'll be a year ago now, come spring. I'm sorry. Me too, boy. And after Martin was gone, the other workers left and only Thomas stayed. I don't know what I'd do without him. А чего они ушли, я не понял. Причем здесь? Типа все ушли, а он остался. Какую можно придумать причину, ну, чтобы она была не идиотской? Самая вероятная причина это то, что походу тут что-то не так. Мне кажется, Томаш не просто бездельник и пользуется уважением. Что случилось с повозкой? What happened that day? Wagons don't overturn themselves. He was transporting new stone blocks for the mill and he had to take a detour. Since the wagon was too heavy for the Ford, it was after a downpour. The load must have slipped and the whole wagon fell on him. I pray it was quick. So he was alone, with no one to help him. Of course not. Thomas was there too. He helped Martin to load the wagon in Sassar and both of them set off back. Just the two of them? No one else was there? No, they always did it that way. Martin didn't like dragging people where it wasn't necessary, when they could be doing work elsewhere. But if I had been there with them, maybe he'd still be alive. Thomas couldn't pull the wagon off him. He ran for help, but it was already too late. I'm sorry. But I'm sure he's in God's kingdom now. He was a good boy, a kind soul. Сколько ты уже без работников? Have you been without carpenters for a while? A long time. Since winter, it's been just me and Thomas. Nobody stays around? No. These days, it's hard to find a man you can rely on. Young lads today are bone idle. None of them wants to do an honest day's work. And how many have actually worked here? About half a dozen, maybe more. We always put up with them till the most urgent work was done, then sent them packing. А что насчет Яны? And what about Jane? Does she Джейн. have a husband by now? What are you trying to say? A pretty girl like her is ripe for marriage. With a large dowry because she comes from a mill? Well, she had herself a man once, but he ran away during the winter. He wasn't up to the work either. And how long did he last? You know, he was here for a while. But back then my son was a foreman and he was a kindly soul. Too kind. He never threw anyone out. So everyone started leaving when Thomas took over. Well, Thomas is a doggone slackers. And just as well. Maybe it's harsh, but that's what you need nowadays. If we don't mill, folk don't eat. Ну да, ну да. Может, он делает это нарочно? So the moment Thomas became mill foreman, everyone started running off. Not one man could stand it here, even if they had a chance to marry Jane. Don't you think Thomas might be doing it on purpose? Sounds to me like he's after the mill.
or your daughter, or both. That's not like him. He's a good man and straightforward. He knows I can always send for a new mill foreman. And Jane, Don't worry about her. She'll wed whoever I approve of, even Thomas if he asks for her hand. At least with him, I know he won't leave the mill. indeed, why would he once he's got rid of everyone else? That's enough. I don't know why you're trying to slander Thomas, but I don't mean to listen to it any longer. Good luck to you. М, Прикольно, I heard да? what you asked my father. You can't expect help from him. He's none too Это sharp чё, in Джейн? his ways. Это я даже не обратил внимания на волосы, которые растут над башкой. И ты не сможешь помочь? Не суй свой нос куда не надо, шлюха. И ты сможешь помочь? And can you help me? No. Nobody listens to me. But I wanted to say that Thomas does do it on purpose. He did it the same way before. Why? Реплика про шлюху. Because he's afraid if someone comes who's more skilled, father will notice and give his job to the newcomer. And your father lets him? Can't he settle this? He probably could, but he doesn't want to. My brother was the mill foreman before him, but last year Это a wagon Джейн. overturned on him, broke his back. It Про broke my шлюху father вообще too. класс. And Thomas was here the longest. He was always close to my brother, so father chose him as the mill foreman. А ты не можешь его разубедить? And Thomas doesn't listen to anyone. Can't you persuade him? No. He keeps looking my way and tries to be nice, but he doesn't care what I've got to say. When I tell him something, it goes in one ear and out the other. And this probably won't end well. Насчет брата. And what happened to your brother? And what does that have to do with this? I don't know. You mentioned it, so I was just wondering. There's not much to tell. A stone block that was loaded wrong, slippery ground after rain, and when the wagon overturned on him, there was no one around to help. What do you mean, no one? Surely he wasn't alone. No, he had Thomas with him. But Thomas couldn't lift the wagon off him, and by the time he found help, it was too late. And as if that wasn't bad enough, someone robbed my brother while Thomas Надо was вещи looking for help. Томаша проверить. Someone robbed him after he was dead. I don't know. But they took a mottled scarf which I gave him as a keepsake. He laughed when I gave it to him. He said it would make him look like a fop, but he still wore it all the time. And someone must have thought it was worth stealing. But who'd steal a scarf? Why are you asking me? When they brought him back here, he didn't have it. That's all I know. I'm sorry about what happened to him. Me too. But it was his own fault. If he'd brought more people with him, he'd still be alive. He was too kind for his own good. I understand. Да, это девушка Джейн или Яна. А ей можно было ответить, не суй нос не в свое дело, шлюха. Так, очень интересно. Go and bother someone younger. Иди молодых донимай. I'm at your service, Sir Knight. Ну вот так вот правильно разговаривай со мной. Томаш. Спровоцировать. Я слышал, люди зовут тебя городским дурачком. Можно подраться, и типа он сам на меня напал. Как вам плотники? И говорят, ты был сыном мельника, когда на того упала повозка. Угу. I heard you were with the miller's son when the wagon fell on him. What of it? I just heard some talk and I wanted to get the story straight from you. Talk? From who? I heard some gossip about it at the ale house. What happened? Was it really lightning that scared the horses? What? No, there wasn't any storm. It was just the road was muddy, and so we rode closer to the edge of it. It's a real stroke of bad luck, isn't it? Tell me about it. If I'd been behind the wagon, it would have fallen on me too. Почему вы только вдвоем ехали? Why did only two of you go? He always did it that way. But 2 people are enough for the trip, and if we needed an extra pair of hands, we could always find some local. Except at the end. If there had been more of you, he might have survived. Do you think I don't know that? I couldn't move the wagon on my own, so I went looking for help. We'd met a few travelers along the way, and I ran to find them, but it was too late. The weight of it crushed him while I was gone. I'm sorry. Me too. Me too. I didn't want to be the mill foreman, but
The last thing he ever said to me, the very last thing he ever asked of me, was to take care of the mill. Его еще ограбили? And I heard someone robbed him. Robbed? What kind of nonsense is that? I heard he was missing something when they brought him back. What? I don't remember anything. He had a scarf with him. Really? I don't know. Maybe he lost it on the way. Or it sank into the mud. Yes, that's probably it. It's still buried there somewhere. Well, I hope he's resting in peace. Amen. Лежит там до сих пор. Когда год прошел смерти. Take care now. Так, узнай. О, нет, не то. С Матеем. Настоящие друзья. Решите проблему Фрицика и Матуша. Угу. Так, а что I ты have мне... nothing more to say. Бля, не хочет со мной разговаривать. Так, а может быть у него есть шарф? Кстати. Do you need help? Так. Угу. Вот. Опачки, ты видал? Еще один разочек, и все получилось. А что у нас? Святой Троицы. Еще одна. У меня же одна была. Теперь еще одна. Шулерская игральная кость. Да он вообще такой себе парень, я смотрю. И, смотри, грязный шарф. Когда-то это был хороший шарф, который Томаш с мельницы в ледочку какое-то время носил в своем кармане. О, ну-ка. Я нашел у тебя его шарф. Это доказательство, что ты его убил. Take care now. Я не буду говорить ему об этом. Так, Good God. What happened to your что clothes? случилось с твоей You're одеждой? probably interested in what Tom... I certainly am interested, especially in how you came to know. I saw it as it fell out of his pouch, and, Show it to me. isn't this your brother's scarf? That's it. Where did you get it? As I said, Thomas had it. He did? And what did he have to say about that? Nothing. I came straight to you. Oh. I suppose I'll have to decide what to do about it. But I'm grateful you brought this, and maybe... Never mind. What is it? I was thinking you could go to him and tell him I have the scarf. But I think I'll handle it another way. As you wish. I'll go then. God bless. А как она решит этот вопрос? Может быть, лучше к нему надо было I have прийти? nothing more to say. А ты куда ушла? Опа. Решил проблему. Слышь? Help! Here! Help! There's a brawl there! Pull them off each other! Damn it! Alarm! Guards! Help! Stop that brawl before they Ах push ты, each other to падла, ты тоже получишь сейчас. Решил поговорить с ним, You should come to me. как только вытащил шарф. Я нашел у тебя его шарф, это доказательство, что ты его убил. Enough. I found this at your place. Now, will you admit you killed him? Killed who? What the hell are you talking about? This! And there's only one way you could have got hold of it. Did you take it while Martin was still breathing, or did you wait until it was all over? That's ridiculous. I didn't kill him. Why would I do that? So you'd be the one giving orders instead of taking them. You want the mill for yourself. I never wanted this. It's not the life for me. But he told me to take care of the mill and his sister. And I promised I would. Yeah, a nice story. And that scarf was supposed to seal the deal you two made, right? At least that's probably what you told yourself. No. I took it to remind me of my promise. But that doesn't matter. What are you trying to prove? А сам сказал, что не было шарфа.
Я мог бы такое кому показать, объяснить, что это значит. Отдам тебе за серебро. Нет, что это значит? Well, I could take the scarf and go and tell Jane you had it this whole time. Then I could hint you might have done it on purpose. And pretty soon we'd see how everyone starts looking at you. Why would you do that, you bastard? Unless you want something. Я хочу, чтобы ты убрался отсюда. Мне нужны гроши. Я хочу, чтобы на мельнице был мир. Убрался отсюда. Да пусть валит. I want you to get out of here and never come back. The mill will be better off without you. You've lost your wits, haven't you? You think a piece of cloth and a few lies from some stranger is going to convince anyone here? Like I said, Jane isn't too fond of you already. Imagine how she'll hate you after this. That's not true. That's what you think. But who knows what she'll do? Never talk to you again? Put something in your porridge? Or maybe she'll be so distraught she'll jump into the river. And what will happen to the miller then? You'll have lost everything that matters to you. Very, very well. You win. Have it your way. I'll leave and never come back. I don't want to hurt anyone, but you'll end up in hell for this. God be with you. За что? Я буду гореть в аду. The... Я-то тут при чем? Если ты мразь. Слышь, Петр Шрамок. I'm not talking to you anymore. Ля, разговаривать не хочет. Собачий сын. Благодарный, блин. Ой, это не разговаривает, и тот не разговаривает. И ссаный шарф мне в карманах оставили. Ой, да. Jesus, what have you been up to? Да грязный, знаю. Я поговорил с дочерью мельника. I spoke with the miller's daughter. It's a shame her father won't listen to her. She knows all about Thomas, but Her father doesn't believe her. he reckons it's just a woman's fancy. He probably thinks she's smitten with one of us. Not that I'd object, but she's a clever one. She'd make a better miller than either of those two. Больше не будет он вам докучать. Problem solved. He won't bother you again. Really? How'd you pull it off? I found out he has a soft spot, and I gave it a good poke. I'd love to know what you found out about him. It doesn't matter. But it was enough for him to pack his things and disappear. Jesus, it must have been something terrible. So he's really gone? Yes. Now it's just you, so try not to misbehave. You know us. We'd never do that. Thank you kindly, Henry. We owe you again. Here, it's not much, but it's all we have. Coffee with you. 100 рубасов. Спасибо. Все выполнилось. Даже поговорить нельзя. Ну и пошел нахер. Прискакал вот сюда. Надо доложиться Рацигу. Рядом с мрахоедами. Доложиться по поводу того, что его друзья Куна Greetings, Henry. I hear you on the run занимаются out early. тем, чем Well занимаются. done, lad. За тебя сражался, братан. У меня так, пленник мрахоедов, у меня плохие новости. Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a Так. burnt-out farm near Merhoyed. Christ. It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. Now this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel, defend your honor. Antinomious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. Хаген хочет сразиться с вами? This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy,
Honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. А почему ты с ним враждуешь? What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Я бы хотел услышать всю историю целиком. Well, I'd like to hear the whole story, sir, if you wouldn't mind. Very well. It began in the first year of King Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zuls and a neighboring house. It concerned land boundaries. The Zuls had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zul family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged, their castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. But you acted according to the law. Would it were that simple, lad. I was young and didn't realize the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realized things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal hetman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. Понятно. Что делать? Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. Hagen Зул. I'd like to ask something about this Sir Hagen. Sure. Ну это понятно. Пленник. Henry, have you questioned that prisoner in Merhoyet yet? Not yet. Then get on with it. What are you waiting for, boy? Да, знаете, у меня то тут тупое задание, то здесь баганное задание. И так далее.